Думаю, что многие из вас очень любят жареную картошку, но многие ли могут себе позволить ее есть? Друзья мои, кулинарный канал «Записки пользователя» и я, Пульхерия, приветствуем вас. Во-первых, у нее очень высокая калорийность. Во-вторых, она очень жирная. И в-третьих, не все умеют ее готовить. Сегодня мы приготовим блюдо, которое по своим вкусовым качествам превосходит жареную картошку, а калорийность его в 3 раза ниже. И кроме этого, готовить его просто и легко. Справится любой, совсем не умеющий ничего готовить. И это будет картофельная запеканка с курицей. Необыкновенно вкусное блюдо. Итак, нам понадобится 1 килограмм картофеля, куриное филе 350 граммов, лук 1 штука, сыр 100 граммов и перец, соль и любимое ваше растительное масло. Итак, приступаем. И первоначально куриное филе нарезаем на кубики не очень большого размера. Вот такими кубиками мы порезали мясо и будем их поджаривать на сковороде, в которой у нас не будет много масла, будет только смазано. На сковороду добавляем небольшое количество масла и распределяем его. А когда сковорода нагреется, мы добавим туда мясо. Лук надо порезать кольцами или полукольцами. Добавляем мясо на сковороду. Мясо периодически помешиваем, и оно у нас должно слегка зажариться. Мы его не готовим полностью. Все остальное у нас в духовке запечется, и мясо там доготовится. Лук мы пошинковали вот такой соломкой. Теперь сковороду другую отдельно мы жарим лук. Смазываем растительным маслом, разогреваем сковороду, отправляем на плиту. Как только разогреется сковорода, мы туда отправляем лук. И пока у нас будет жариться лук, мы должны картофель нарезать брусочками. Периодически помешиваем лук. Вот так у нас поджаривается мясо. Мясо мы поджариваем до золотистой корочки. А вот так у нас поджаривается лук. И он практически готов. Картофель мы порезали вот такими брусочками, а лук мы зажарили. Мы зажариваем его не до конца. Он должен у нас быть в полужаренном состоянии, потому что окончательно он приготовится в духовке. Мясо у нас уже зажарилось до золотистой корочки, а теперь в форму жаропрочную мы складываем слоями картошку. Теперь кладем мясо. Теперь мы кладем лук. Половина лука. Перемешиваем этот слой и добавляем соль и перец по вкусу. И каждый слой мы будем солить и перчить. Опять перемешиваем и кладем так следующий слой. А мы вот так заполнили форму. Теперь ее надо закрыть крышкой. Если нет крышки, то можно закрыть алюминиевой фольгой. Духовку разогреваем на 220 градусов. И сейчас мы запекаем 20-25 минут при этой температуре закрытой крышкой. Потом мы снимаем крышку и посыпаем сверху сыром. И запекаем еще 10 минут при той же температуре. Я ставлю в духовку. И пока у нас с вами запекается картофель, мы натираем сыр. Берите любой твердый сыр со сливочным вкусом хорошего качества. Друзья, прошло 25 минут. Доставайте вашу запеканку, и теперь мы посыпаем сыру. Обращаю ваше внимание, что время выпекания индивидуально и зависит от особенностей вашей духовки и не только. Зависит также от картофеля. Теперь равномерно распределяем сыр. Сейчас ставим запеканку в духовку примерно на 5 минут. Показателем будет сыр, который должен растопиться. А пока мы режем с вами укроп, будем посыпать его сверху сыром, а потом снова отправим запеканку в духовку. И за 5 минут до окончания приготовления запеканки посыпаем ее укропом. Посыпаем сверху на сыр. Прошло 35 минут, и наше великолепное, ароматное блюдо готово. Это блюдо гораздо вкуснее просто жареного картофеля.
гораздо полезнее и калорийность всего значительно ниже. Готовится быстро, просто, у плиты не надо стоять долго. Быстренько все порезали и отправили в духовку запекаться. И блюдо всегда получается вкусным и всегда будет вас радовать. И в отличие от жареного картофеля, это блюдо хорошо и в горячем, и холодном виде. Я вам советую приготовить это великолепие и порадовать себя и своих близких, и у вас получится, и иначе быть не может, потому что вы, мои дорогие, гениальны. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых интересных видео с очень оригинальными и очень вкусными рецептами, которые вы можете приготовить самостоятельно. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Жду вас на канале. Пока-пока. С вами была Пульхерия.